Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня мы с вами встречаемся в канун прекрасного женского праздника, праздника 8 марта. И, конечно, уже по традиции, ни для кого не секрет, в этот праздник часто дарим бутылочку шампанского, открываем ее за столом, таким образом поздравляем друг друга. И для того, чтобы не просто подарить обычную бутылку с прекрасным игристым напитком, но и украсить ее оригинально, можно, например, учитывать вкусы женщины, которой вы будете делать такой подарок, ну, например, подобрать декупажную карту с ее любимыми цветами и оригинально задекорировать бутылочку. И тогда ваш подарок никого не оставит равнодушным. Приступим. Прежде чем начать этот видеоурок, я хочу объявить очередной конкурс-розыгрыш. Тем более, что он будет посвящен такому великолепному женскому празднику. И, конечно, мы не могли вас оставить без подарков. Победителей, как всегда, будет 5 человек. Каждый из вас получит по 10 великолепных декупажных карт и с цветочной тематикой, винтажных. Они будут различные, очень интересные, классные по качеству. Поэтому принимайте, пожалуйста, участие в этом конкурсе, розыгрыше. Я желаю вам удачи. Ну а условия конкурса, условия для того, чтобы принять в этом конкурсе, они не меняются. Вы должны быть подписаны на канал Колыбель искусства в Телеграме, YouTube, оставлять активно свои комментарии под этим видео, оставлять свои лайки, это помогает развиваться мне и моему каналу. Конкурс продлится до 15 марта включительно, поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы принять участие в этом розыгрыше. Желаю всем удачи! Итак, чтобы задекорировать стеклянную поверхность, ее нужно помыть, убрать всю лишнюю бумагу, которая вам не нужна, и обезжирить любым спиртосодержащим раствором. После этих всех манипуляций берем грунт. Вы можете использовать специализированный грунт для стекла, можно использовать универсальный, можно использовать обычную акриловую краску. Для декора бутылки вполне подойдут все 3 варианта. Я буду работать кисточкой, вы можете работать губкой, как вам удобно, как вы привыкли. И наносим грунт. Так, грунт нанесен, меня вполне все устраивает. Может быть, сейчас высохнет первый слой, и я нанесу еще один слой именно в том месте, где у меня будет декупажная карта. Сушим. Итак, грунт у меня хорошо высох, он у меня гладкий, ровный. Если у вас какие-то появятся шероховатости, которые вас не устроят, вы можете пройтись по поверхности очень легко, мелко наждачной бумагой или губкой. Я выбрала вот такую декупажную карту. Розы для меня это номер 1. Я обожаю эти цветы в любых их проявлениях, цветов, сортов. То есть розы, не скажу, что я равнодушна к другим цветам, но розы, конечно, для меня номер 1. Вот такой красивый букет. Сейчас я его увлажню и уберу вот эти ровные края. Они мне не нужны. Я попробую сделать аккуратно их такими неровными, чтобы не ощущались вот эти грубые переходы на поверхности. Для этого сначала по краю я буду увлажнять. У вас должна легко идти бумага, не прилагая особо больших усилий, чтобы не испортить основной рисунок, а только убрать то, что вам не надо. Так, ну, все мне нравится, меня все устраивает. Переворачиваю. Беру клей для декупажа. Затем хорошо увлажняю всю поверхность карты. Убираю лишнюю влагу, жидкость, капли. Чтобы у вас не было грубых загибов, можно где-то аккуратно разрезать. После того, как вас все устраивает,
естественно, пройтись и убрать аккуратно, не убирая файл, все, весь воздух и лишний клей из-под карты. Ну вот, в принципе, всем я довольно аккуратно легла карта. И сейчас я нанесу еще раз сверху декупажный клей. Все, после этого надо дать хорошо высохнуть карте. Итак, картинка высохла, клей высох. Я покрыла первым защитным слоем лака. Как обычно, мы это делали уже много раз. Если кто не видел, как это делается, пожалуйста, вернитесь к любому декору бутылки или стеклянной поверхности, увидите, как это делается. Дальше, что я буду делать? Я беру лаковую жидкую поталь. У меня цвет фиалковый иней. Вы, естественно, подбираете по своему усмотрению, по своей картинке, да, что вам ближе. И буду сейчас покрывать вот все, где у меня остались белые без картинки места, буду покрывать этой лаковой поталью. Захожу обязательно немного на картинку. Итак, я высушила первый этот красивый сиреневый цвет, да, первый слой потали. И сейчас я возьму шампань, тоже жидкую поталь, и немного еще разбавлю лаком поталью цвета шампань. Видите, я покрываю не полностью, просто растягиваю, добавляя другого оттенка. Также немного полусухой кистью я захожу на поверхность самой картинки. У меня, в принципе, все устраивает, и сейчас дам возможность хорошо высохнуть поверхности и продолжу дальше декорирование. Хотя уже красиво получается, да, если доработать с этой цветом шампань, ну, более насыщенной, поменять их, сделать хорошую растяжку, то в принципе уже вам готовый декор. Но мы будем продолжать. Так, после того, как высохла вся поталь, хорошо высохла, у вас ничего не липнет, можно продолжать дальше работу. Я взяла тонкую рельефную пасту, добавлю в нее меловую или мраморную краску того оттенка, который мне необходим. Смешаю сейчас все это. Сильно густо, можно добавить немного воды. У вас должна получиться такая консистенция, как ну, чуть гуще сметаны. Да, она не должна течь, но и густая именно для этой техники она вам не нужна. Хорошо, надо смешать. Прям хорошо, чтобы она стала такая приятная. Буду работать губкой и мастихином. Губка, отвлекусь ненадолго, объясню вам. Губка, смотрите, присматривайтесь к таким губкам, они очень классно дают возможность сделать различную такую фактуру интересную на поверхности. Такие губки часто встречаются в отделах, где все для бани или эко-товары для ванной комнаты. Они такие пористые, интересные. Обращайте на это внимание, очень хорошие помощники в работе. И вот такими движениями немного сделали с помощью мастихина, немножко убрали, да, пригладили как бы поверхность. Так, после того, как вы остановились, довольны результатом, хорошо высушили всю поверхность, паста у вас хорошо высохла, естественно, все необходимо покрыть лаком. Глянцевым или матовым вы выбираете по своему усмотрению, глянец даст блеск, матовый, естественно, успокоит, да,
Но в любом случае это все надо защитить. Начиная с картинки, лака немного. Не надо, чтобы он у вас прямо бежал здесь, да, водопадом. Немного. Аккуратно. Опять-таки напомню, если работаете структурными пастами, да, уже напоминаю каждый мастер-класс, буду напоминать, работаете структурными пастами, рельефными, тонкими, плотными, неважно. Лучше оставлять все хорошенько просохнуть. Не торопитесь сразу прибегать к лакам, к воскам. Дайте хорошо всему подружиться между собой. И только после этого покрывайте. Где-то просто можете не досушить и на финише испортите себе работу. Зачем вам это надо? Не надо. Поэтому в таких моментах лучше совсем не торопиться. Итак, у меня хорошо высох лак, появился приятный глянец на поверхности, но еще чего-то не хватает. Что-то надо немножко подчеркнуть. Для этого я возьму, у меня такая патина на водной основе. Можно использовать пальчиковые воски, так называемые. Можно, я не знаю, тоже поталь жидкую, сухой кистью немного, да. Просто сверху добавить еще каких-то оттенков, как-то немного украсить. Так, я возьму жемчужную. Сейчас прям вот пальцем, еле-еле, чтобы много не... Сейчас нанесу жемчуг, посмотрю, может быть еще добавлю немного золота, буду смотреть. Ну вот и все, подошел к завершению мастер-класс. В результате получилась вот такая замечательная весенняя нежная и нарядная бутылочка. Все очень здорово мерцает, да, легкий такой декор, воздушный, скажем так. Весь этот металлик просматривается, да, под структурной пастой, хорошо мерцает. Ну, в общем, мне нравится. Жду ваших комментариев с вашим мнением, будете вы или не будете использовать этот декор, мне будет безумно интересно и приятно с вами пообщаться. Мои дорогие, напоминаю о том, что сегодня на канале Колыбель Искусства стартовал очередной конкурс-розыгрыш. Для того, чтобы принять в нем участие, вы должны быть подписаны на канал Колыбель Искусства в Телеграме и Ютубе. Также активно оставлять свои комментарии под этим видео. Чем больше комментариев вы оставите, тем больше шансов у вас выиграть великолепные декупажные карты. Победителей будет 5 человек, и каждый из вас получит по 10 декупажных карт. Оставляйте свои лайки, это помогает развиваться мне и моему каналу. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч и давайте творить вместе.